Массовое освобождение рецидивистов из мест лишения свободы и отправка их на фронт – событие, крайне недооцененное общественным мнением. Общественное мнение легко понять. Мы сейчас в ситуации, где, кажется, уже никакая новость не может привлечь внимание. Мы пережили начало большой войны в Европе, пережили Бучу, затопление флагмана российского флота. Каждую воображаемую красную линию эта война давно перешла. Атаки гражданских объектов были. Удары по российской территории были. А прямо сейчас идут боевые действия на крупнейшей в Европе атомной электростанции. Казалось бы, что нового в эту общую картину приносит тот факт, что Евгений Пригожин спокойно приземляет свой вертолет в колонии и вербует бойцов в свою ЧВК. Вот ведь бред. Сюжет пригодный скорее для какой-нибудь голливудской антиутопии вроде «Безумного Макса», чем для настоящей действительности. А тем временем такой сюжет куда опаснее, чем может показаться. Чтобы объяснить, почему именно, нужно сделать шаг назад. Владимиру Путину нужно выиграть эту войну любой ценой. Буквально любой. Слишком много ресурсов в ней уже утилизировано. Слишком большой ущерб уже нанесен. Слишком сильно пропаганда накрутила жителей России. Если бы российское государство могло действовать теми методами, которыми оно привыкло, то война закончилась бы 24 февраля до обеда. Украинская армия не была бы допущена до боевых действий из-за неверно оформленного устава. Элла Памфилова на заседании ЦИКа объявила бы спецоперацию состоявшейся, а Киев взятым. Кажется, что как-то странно сравнивать выборы и войну. Но на деле между ними много общего. И то, и другое конкурентная борьба. В обоих случаях результат непредсказуем. Не может в полной мере он контролироваться ни одной из сторон, этот результат. То есть это буквально тот формат мероприятия, которого Владимир Путин старательно избегал всю свою карьеру. Формат, в котором нельзя назначить победителя, но надо победить, выиграть. И прямо сейчас мы видим, как российская власть хочет выпрыгнуть из этого вот некомфортного и неопределенного положения в привычную свою реальность. Провести, например, референдумы на оккупированных территориях. Почему им так хочется? Потому что вот это мы понимаем, это по-нашему. Это тебе не брифинги Минобороны об уничтоженных химарсах, от которых самим химарсам никакого убытка. Это создание параллельной правовой реальности. Тут нам воистину нет равных. Проблема же заключается в том, что войну так не выиграть. Правовая реальность, которую пытается создать Россия, имеет значение только для нее самой. Победа, к сожалению, для российского руководства творится на поле боя, а не путем привычного юридического подлога и бесстыжего вранья. Но в военном отношении Путин до предела ограничен в средствах. Спустя полгода войны, мне кажется, даже самые преданные поклонники всеобщей мобилизации убедились, что ее не будет. Не будет по двум основным причинам. Первая идеологическая, а вторая практическая. Во-первых, тогда придется вместо спецоперации официально признать хоть какую-то сущность, которая существует в законе. Войну, военное положение, мобилизацию. А это значит буквально признать поражение. Признать, что ситуация вышла из-под контроля. Что это больше не наведение общественного порядка на территории сопредельного государства, которое касается только тех, кто в этом наведении порядка участвует. Вообще, это тоже лютый бред, если вдуматься, но сейчас так ведь это представлено. Но если объявить мобилизацию, то это теперь война, и она касается всех. Примерно тут рухнет весь внутренний эскапизм, на котором держится не только эта война, но и российская власть вообще вся в последние 20 с лишним лет. Потому что больше никто не сможет сказать: я живу в Москве и хожу на работу с 9 до 6. Что там творится западней Курска, это меня не касается. Может быть, это проблема для Тывы и Дагестана, но точно не для меня. Все-таки Россией руководят не генералы и не фанатики. У руля стоят политтехнологи из 90-х, и цену своим соцопросам они прекрасно знают. Они понимают, что идейные сторонники и идейные противники войны в сумме составляют 30% населения. А все остальные отгородились от этой темы и стараются жить, словно ничего не происходит. И на прямой вопрос отвечают так, как хочет вопрошающий, лишь бы тот отвалил. Сказать всем этим людям: халява закончилась, теперь над вашими мужьями, братьями и детьми висит война, это очень плохая идея. Ну и вторая причина практическая. Объявив мобилизацию, вы имеете шанс, отличный от нуля, в ней не преуспеть.
причем так сильно отличный сейчас. Получить не открытый протест, пускай, который, сейчас сильно затруднен, но тихий саботаж на всех уровнях — это запросто. Инфраструктура липовых медицинских диагнозов и справок в России никогда не бедствовала, а в 2021 году на прививочной кампании и вовсе встала на индустриальные рельсы. Мы до сих пор слабо себе представляем, какова доля купленных сертификатов в общих цифрах привитых. А ведь тогда речь шла о тоненькой иголке в плечо, а не о ракете из Химарса по голове. Единственное, что может как-то перевернуть эту ситуацию, если Путину удастся продать эту войну россиянам как отечественную. Не как свою авантюру, непонятно зачем нужную россиянам, а как отечественную войну за возможность существования. Этому немного способствует начавшийся разговор на той неделе о том, что все русские виновные должны быть наказаны, что их надо, например, лишить привилегии въезда в цивилизованные страны, запереть в России, закрыть большой стеной, а то и вообще всех выслать обратно. Именно прям всех россиян, не жуликов, там, чиновников и единороссов, или связанных как-то с режимом, а прям всех. Но есть надежда, что в эту сторону все-таки дело не повернется. В некотором роде наш режим, процветающий на вранье больше 20 лет, стал заложником собственного вранья. Они внушили всем реальность, где спецоперация идет строго по плану и без потерь. Теперь придется врать до конца. Какая уж мобилизация тут. А если нельзя идти привычным путем вранья, если нельзя просто объявить себя победителем, если нельзя идти и конвенциональным путем тоже, нельзя объявить войну, то остаются те пути, с которыми есть риск разложить и уничтожить российское государство. То, что мы наблюдаем сейчас, это не 90-е. Это даже не 91-й и 92-й год, когда происходил слом всего государственного аппарата. Никогда в истории России нельзя было представить себе такого, чтобы частное лицо, не обладающее никакими официальными полномочиями, получало санкцию на то, чтобы казнить и миловать. На то, чтобы заходить на режимные территории мест лишения свободы и освобождать опасных преступников своим решением. С одной стороны, очень понятно, почему Евгений Пригожин назначен главным по решениям тех проблем, которые российское государство решить не может. Он создал де-факто параллельную армию. Параллельную армию, которая в этой войне показывает себя не в пример эффективнее, чем армия регулярная. В ситуации, когда нужно что-то делать любой ценой, Евгений Пригожин – живое воплощение любой цены. Он такой резерв последнего порядка. С другой стороны, не просто так государства, даже автократические, даже тоталитарные, выстраивают правовую рамку какую-то. Не просто так они распределяют полномочия и выстраивают иерархии. Просто потому, что если возникает ситуация, где какой-то человек может чувствовать себя равным государству, вести себя как равный государству и иметь отдельную от государства армию, то через пару шагов он перестанет этому государству подчиняться. Потому что как его принудить к подчинению? Административными рычагами? Так он стоит над ними. Силовыми рычагами? Так у него своя армия. Но самое худшее даже не то, что один конкретный человек выйдет из-под контроля. Самое худшее, что изменяется роль самого государства. Государство говорит, если ты достаточно сильный и вооруженный, то на тебя не будет никакой управы. Что ты можешь игнорировать существование любых формальных правил. Тем более, ты это можешь делать, когда существенная и самая боеспособная доля российской армии теперь гибнет на украинских фронтах. В случае с чего никакого ответа внутри не будет, дать его будет некому. Первый признак государства – монополия на насилие. Только один субъект, только само государство может применять безнаказанное насилие. Если кто-то другой будет применять насилие, то он будет наказан самым большим боссом на поляне – государством. Первый признак failed state, несостоявшегося государства, это размножение центров насилия. Когда насилие могут безнаказанно применять многие акторы. Это готовый сценарий гражданской войны. Причем не так важно, эти центры образовались сами по себе, потому что власть ослабла, или государство само с ними насилием поделилось. Результат все равно один. У вас в стране есть несколько групп людей с оружием, которые подчиняются разным силам. До тех пор, пока Пригожин со своими головорезами действовали за пределами страны, где-нибудь в Сирии или в Центральной Африке, это было не так страшно. Это не разрушало внутреннюю монополию. Но то отчаянное положение, в которое Путин сам себя загнал,
положение, где нельзя войну проиграть, но и выиграть ее конвенциональными способами нельзя, создает силу, которая стоит над государством уже внутри России. Все правление Владимира Путина прошло под флагом презрения к институтам государственности. Чем дальше, тем более открыто российская власть глумилась над выборами, над судебной системой, над теми формальными правилами, которые сама же устанавливала. До какого-то времени это компенсировалось очень жесткой и очень ресурсной вертикалью власти. Если у центра бесконечное количество денег и столь же бесконечное количество силового ресурса, то кажется, что делать можно уже просто все что угодно. Потому что разрушение институтов компенсируется монополией на все. Но сегодня становится понятно. Система эта была готова к чему угодно. К протестным выборам, к массовым выступлениям, к любой низовой нелояльности. Где-то проблемы решались репрессиями, где-то деньгами, где-то система чувствовала себя достаточно устойчивой, чтобы просто игнорировать своих противников. Но мы видим, как это перестает работать на войне. На войне оказывается, что собственный институт государства, Министерство обороны и его армия настолько разложился, что просто не способен выполнять поставленные задачи. На войне оказывается, что нет иного выхода, кроме как дать неограниченный объем власти лидеру бандформирования, который никак не встроен в систему и совершенно не ограничен формальными правилами. Главный вопрос, на который пока никто не может ответить, а главное, о котором никто не хочет задумываться, звучит так. Если Пригожин может решать проблемы, которые не может решать российская армия, если он может в обход любых правил ставить под свое командование самых отъявленных головорезов, то кто его сможет остановить? Государство – это буквально штука, которая устанавливает правила и заставляет их выполнять силовым путем. А если у частного лица больше силового ресурса, настолько больше, что государство в отчаянной ситуации дает ему неограниченные полномочия. Так вот, что мешает этому частному лицу подменить государство собой? Ну или, по крайней мере, попытаться это сделать. Кто его остановит? Это вопрос, на который Владимир Путин не хочет отвечать. Почему не хочет, мы выяснили в начале этого ролика. Потому что успех нужен любой ценой, и не важно, чем придется платить за него буквально завтра. А нам ведь важно. До завтра.